нужно будет. Да, все, запись пошла. Здесь угол альфа, напомните, это получается угол наклона у нас, Концентратора. собственно, Да, вот, концентратора. вот, да. А здесь у нас в этой модели, то есть это мы от угла наклона концентратора. Это получается восстановление того, что было. 30 выбирали и 45. Да. Вот этот момент для меня не очень понятен, почему это так влияет. То есть это пульсация входного потока? Нет, это пульсация угловой скорости в лопаток ветряной, короче, турбины, Нет, это я понял. да. Но если поток одинаковый, почему он просто при изменении угла? Я правильно понимаю, что если мы наклон концентратора поменяли, то у нас просто угол хода потока изменился? То есть был он вот такой, ну вот здесь на картинке Ну, видно. 30-45, да. Вот стал вот такой. Откуда пульсации-то берутся? Видимо, вследствие того, что поток на входе в сегмент, в сектор вот этот, больше бьется друг от друга, и из-за этого больше смешения, больше завихрений, которые, в свою очередь, воздействуют на лопасти турбины вот таким вот образом, который, ну, добавляет к ним пульсации. Ну, разница просто на глаз заметная, тут как-то это, Можно попробовать надо посмотреть подумать еще. Да. гифки, то есть анимация результатов. Ну, гифки, да, надо будет их вдумчиво потом поразглядывать. Так, это у нас 45 градусов. Вот так вот все происходит. Ну вот здесь, кстати, наглядно очень, что, в принципе, при скруглении уже мы от верхней пульсации избавляемся, от этой, как ее. Вот если мы сверху смотрим относительно картинки на входе. Ну, у Я нас, не помню, как вы просто размечали, да. у нас это так и так вроде гладкий график, если мы смотрим на скорость происходит. А вот здесь вот уже начинается пульсация. Да, это прям, да, и вот здесь вот Ну, противоход видно было. вот оно видно, особенно в начале, как будто хорошо, что на лопатку, сейчас остановить бы, Да, 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 да. на лопатку начинает действовать, Обратный момент здесь есть. да, то бишь у нас хопа закрутился поток, и он сюда вот пошел и начал вот Мгм. это вот тормозить. Эту пытается разогнать, а вот эту начинает тормозить. Да, Вот да, они. да. От Вот этого, он, дребезг тут и есть. да, при этом для вот этой конструкции, получается, таких штук нет. Он как раз вот поток больше сваливается в центр, как будто конструкция не так сильно давит. То есть вот его основной коридор, вот он пошел вот сюда вот. Ну да, вот здесь я и как раз и хотел вот этого момента избежать, чтобы лопасть заходила, получается, в поток не округлой частью, создавая радиус обтекания, Мгм. а как раз краем, чтобы как раз подхватывать этот поток. Вот на гифках, если там есть, это прям вот интересно Ну вот он, да, будет. вот сюда заходит. Нет, Да-да-да. когда раньше у нас вот так шел, а сейчас вот так вот, такую природу имеет. Получается Мгм. так. Ну, потому Ну, что здесь а второе, больше стенка имеет больший угол атаки, ну да, это 30 градусов получается, да. и, Она, и, и из-за того, что вот, например, если мы там смотрим, если мы кубик будем обдувать вот так вот, то есть это то останавливает за больше. кубиком всегда завихрение происходит Ну некоторое. да, 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 да. Да, и, собственно, вот здесь вот у нас, ну, да, следствие из того, что останавливает больше, и законы Бернули комбинации. И получается, да, она у нас сюда уходит, все верно. Ну, просто такой, по крайней мере, для меня был неочевидный момент, который теперь надо в голове иметь. Но от второй области уплотнения мы никуда не избавимся, все равно поток будет встречаться.
Ну да, кстати. Вот здесь интересный момент, что он все-таки проскакивает до южной стороны. В начальные моменты было хорошо показано. Так, а вопрос такой, эта гифка, она во времени с изменением скорости вращения, получается, показывает, как разгоняется? Ну да, так это же результаты вот этих вот графиков. А здесь видно, что у Ну, нас, то есть это вот 30 секунд условно. ну да, 30 секунд Я понял. счета и, естественно, начальная скорость 0. Мгм. То есть, казалось бы, угол 30, угол 45, а такая драматическая разница уже. Ну да, положение концентраторов повлияло. Мгм. Ну, на самом деле информация воспринимается туговато. То есть, когда целое семейство, ну да, оно раскрашено, Ну, не очень я контрастно. поэтому, чтобы Поразбираться, да. какие-то вопросы, если появляются, чтобы их избежать, поэтому я вот отдельно каждый график сохранил. И Да-да-да, если надо какая-то будет кривая поразбираться. интересует, ее всегда можно на следующем слайде в отдельности посмотреть. Вот картинка присутствует. Ну, если уж какой-нибудь дополнительный запрос будет прям на предметное сравнение четкое двух-трех там кривых, вы мне скажите, это все отдельно можно запрограммировать. Я понял. Но надо это будет сначала впитать. Так, и ключевой момент для меня был вот предыдущий слайд, да, где диаграммка, гистограммка где. Нет, 8. Восьмой. Мгм. Да, вариант получается 5 самый маленький. Это 30 градусов, 600. Ну, то есть это полное перекрытие Это прямая, потока. То есть, не скругленная лопасть. ну да, то есть она полностью растянута. И мы видим плохой вариант. Ну, как плохой? То есть видно, что получается прямая нескругленная лопасть раз, и второе, получается канала для обтекания лопасти тоже нету. То есть противоход большой еще добавляется. Мгм. Сопротивление, точнее, обратное. Мгм. 30, 300 и 600. Вариант 8, 400, 600. Вот интуитивно нащупанный этот вариант. И третий вариант интересный, 300, 600. Мгм. Ну, то есть, казалось бы, парусность уменьшаем. Но здесь и 45 градусов, опять же. И мощность задираем. 300, 600. Здесь парусность, получается, уменьшили потери на обратное сопротивление лопасти. Мгм. Ну да. 300-600 полусфера получается у нас. Ну, даже какой это был вариант? Сейчас. И не полусфера, полуцилиндр. 300, 600, третий и восьмой. Третий, да. Третий, восьмой. Ну, что-то, да, близкое к полусфере. Да. Ну и вот Ну, не сфера, а полуцилиндр. на ротор Савониуса больше и походит, получается. Ну, оно ж примерно, оно все равно в той же физике работает. Ну да, Но да. здесь тоже вот этот вот момент есть на лопасти. Вот ее как раз бы и довернуть. Довернуть, чтобы поток в первоначальный момент времени противомомент не создавал. Ну, не в первоначальный, а в момент захода в поток Мгм. лопасти Мгм. появляется. Кстати, здесь получается вот этот вариант, он отодвинут от диаметра. То есть у него диаметр меньше, размах. У нас на О, этом этапе мы фиксировали расстояние от центра лопасти до центра вращения 360 миллиметров.
Ага, я понял, да. То есть Вот. мы И относительно центра, да-да-да, относительно серединной точки да, какой-то. Все понял, да, да, относительно да, да. центра вот так вот. Ну и вот здесь вот момент тоже возникает такой. Гифки вернитесь, пожалуйста. А в четвертом квадранте видно, что на лопасти противомомент еще дополнительно. Лопасть просто, поток, получается, заворачивается туда, на юго-восток, и напротив него лопасть на противоходе. Интересно. Ну, очень познавательно. Вот в первый момент времени хорошо видно, вон когда поток уходит на Ну юго-восток. да, поток ей надо Да, преодолеть. да. Красота. Но пока это впитаешь, я не знаю, возможно ли тут вообще какая-то аналитическая модель и с критериями оптимизации. Кажется, вряд ли. Ну, какую-то функцию Особенно если мы добавим еще экраны, которые у нас будут регулировать зазор относительно каждого концентратора. Мгм. И тогда мы упремся мозгом. Да, ну, критерии мы все равно какую-то матрицу целевых показателей уже и так сформировали в виде той же скорости или Ну, мощности. А вот да, но как ими управлять? если мы видим такую разницу между углами там 30-45 градусов, возможно, где-то есть вот эта вот точечка оптимальная, которую мы просто перешагнули и не увидели. Вот. Всегда такая вероятность же есть. А дальше мне понравилось, что 7 не надо делать лопастей. Вот это прям четко прослеживается. А, И это уже даже следующая 6, презентация. Открываем ну да. А до конца пролистай, пожалуйста, текущую. текущую или которая будущая будет? Текущую, да, вот. То есть это вот в пределе у нас 200 на 600. 200 на 600. Это, И да, вот здесь вот прям 200, с да-да, самого начала, да, видно, что вот щас. здесь на этой картинке уже видно, что противоход есть. Вывод, что продувать насквозь не надо. Либо перекрывать. а, И вам пропали? Я здесь, да. Получается, надо будет экраном перекрывать проход, который на юго-востоке. И тогда у нас противохода не будет, туда задувать не будет. Мгм. Кошмар, блин. Тут только аналоговые методы и счетно-решающее устройство на аналоговых каких-то интерпретаторах. Ну, либо опять какая-нибудь нечеткая логика там с 10 переменными. Ладно. Ну и никак мы не побо... Вот интересно было бы оценить, хотя как оценишь, какой смысл в этом? Вот пик давлений при встрече лопасти с концентратором по ходу движения. Ну, то есть первый вот поток зашел и, получается, прижимается лопастью к первому следующему концентратору. Угу. Здесь прям красиво. Ладненько, давайте тогда следующую. Что-то у меня переход. То давайте, то давай. Ну, ничего страшного, да я не обращаю даже внимания. Э, Так, следующая презентация. Я ее к нашей Мгм. будущей встрече дополню гифками до конца. Сейчас из 18 расчетов гифки есть для 7 или 6. И
Они не в этой презентации, вы мне если скажете, я смогу открыть отдельно, посмотреть. Мгм. Вот, еще не успел вставить. А так, что здесь поменялась только постановка задачи наша, получается, мы ушли от предыдущих величин, и теперь у нас А, Б, С, Д есть, и N как число лопастей. Вот 18 расчетов, как мы с вами обсудили. Ну да, тут по-хорошему это все в одной бы системе наименований. Ну, пока что Но так и так. на тот момент было проще так обозвать. Мгм. Вот, у нас Так, появляется... Мгм. мгм. И здесь я тоже вижу, какие-то есть переходные процессы, ступеньки там по желтому, по синему как раз закрытые легендой. О, да, легенда здесь мне тоже не нравится. Она как-то... Ну, какие-то участки из-под нее все равно видно, но, видимо, MATLAB с функцией лучшего ее построения ничего лучше не придумал, чем закрыть все равно какую-то часть графиков. Здесь, конечно, удобнее всего, если какие-то кривые уже интересно, как себя ведут, надо вот здесь так смотреть. Ну, 18 кривых, с другой Ну стороны. вот, да, здесь самое интересное, вот что для меня, если семейство кривых целиком рассматривать, Мгм. то видна явная точка перелома. Если мы две касательных, Мгм. возрастающие и горизонтали уже проведем, но не горизонтали, Я то понял, мы про что вы, что-то да. явно, да, перелом есть, вот прям перелом. То есть это, я так понял, с какой-то частотой вращения связано. То есть он чего-то достигает, какую-то условную равновесную частоту вращения. Это же все для одной и той же скорости потока, да? Да, конечно. Да, то есть различия есть, но это все равно одни и те же начальные условия, и поток один и тот же. Так, А, надо подумать, а чего у нас меняется? Получается, Видимо, ему в какой-то м, момент становится легче. То есть какая-то критическая скорость, да, накапливается, и ему... Хотя наоборот, он скорость-то меньше начинает набирать. ну вот я про то и говорю, получается здесь, Начинает тормозить уже м, какой-то, с какой-то скорости, начинает тормозить, а воздух, который вокруг него. но причем это достаточно рывком происходит, и там угол градусов, наверное, сколько? 70, С другой стороны, это 80, говорит, на мой взгляд, даже 110. говорит о том, что это происходит выход на какой-то установившийся режим. То есть вначале у нас Ну да, начинает воздух дуть, да. а лопасти покоятся, и лопасти быстро разгоняются, и уже в какой-то момент почти выходит на константу уровень. То есть если мы дальше там не 30, а 60 секунд просчитаем, они вообще с одной скоростью начнут вращаться, за исключением того, что будут какие-то вот такие вот лопасти, ну, девиации от Ну, каждого все равно вращения. лобовое у них чуть-чуть разное будет Да, вот, но фишка в том, сопротивление. что, получается, они разгоняются под действием воздушного потока. Да, Воздушный да, да. поток тоже устаканивается, и они устаканиваются, и все, вот То переходный есть режим закончен. прямоугольная диаграмма, она нагрузочных характеристик, точнее, она всегда лучше, ее проще держать будет, чем какую-то покатую. Так, ладно. Ну и здесь тоже какие-то с вибрацией, какие-то нет. Да, где-то глаже, где-то хуже. Да, ну либо просто вибрации меньше настолько, что их не видно. Но угол мы здесь не меняли, здесь угол везде. Сейчас открою Это какой-нибудь. я понимаю про концентраторы, а про угол лопасти относительно потока, относительно, как сказать, радиуса вращения, он другой. Вот да, здесь старт посложнее получается. Вот, да. Но, ну и хотя вот здесь как раз тоже есть, да. Противомоментик тут есть. Вот здесь хорошо видно, как обдувает в первоначальный момент времени. Ну а вот здесь его почти, ну все равно есть, конечно.
Это получается у нас 7 лопастей, прижатые вплотную к Да, к концентратору. внешнему диаметру. И можно также 6 лопастей. Ну, картина будет примерно одна и та же везде. То есть, Да, да. Но при том момент, что я обратил внимание в табличке, если мы отодвигаем от внешнего диаметра, то у нас как бы падает мощность. 16-17. Вообще, 16 и 17 вариант, это вот там, где мы отодвинули, это два варианта с 100, вот этим Мгм. расстоянием А. И вот они Это, явно видно, что они не так хорошо ускоряются. ну, я про то и говорю, что у них падает, получается, момент. И с этим всем Да. еще и мощность, да, тоже у них ниже всех. Ну, как следствие. Мгм. И вот здесь тоже явно прослеживается, что вот 7, 6, 5 лопастей, если мы говорим про одинаковые условия и чистое изменение количества, э, разница 1,3, 1,4 в плюс. Но здесь стоит учитывать, что мы смотрим плоскую постановку, то есть это удельная какая-то величина для нее, это мощность. Я бы здесь больше в процентах оценивал. На самом деле, как бы это странно не казалось, ведут себя с точки зрения мощности, лучше показывают себя конструкции, в которых 5 лопастей. То есть вот эти вот, Я говорю, то есть 5 лопастей, они здесь прям явно выделяются. да, а видимо 6 и 7 начинают себе мешать друг другу. Да, они, похоже, перекрывают просто поток Да, относительно друг друга, и пока все. одна не успела прокрутиться, вторая ей уже закрыла окно. Ну, хотя она должна как бы и подхватывать тот же поток, то есть она на себя усилия должна принимать. Но, видимо, Но, она не в том видать, положении, да, чтобы это да, произошло. да. Плюс получается, что мы увеличиваем количество лопастей, мы увеличиваем, а, умножаем, точнее, м, парус лобового сопротивления, то есть площадь лобового сопротивления, при этом не меняя, а, площадь активного захвата ветра, ну, который в поток входит. Как-то так я сформулировал. Получается так, да. При этом еще Окей. отмечается, что если мы, например, вот что мне интересно показалось, для одинакового числа лопастей, если мы сравним, ну вот какие у нас одинаковые? Ну, те А, же 5 нет, вот именно на варианты разный взяты, угол. где мы все время в положительную область вращали наши Мгм. лопасти, и один вариант рассмотрели с отрицательным, ну, то есть в другую сторону его развернули. А, И получилось так, что у нас, если мы сравним, то есть вот там 6 лопастей, это 5, 13, 11, 5, 13, 11, вот этот вот вариант, где мы его развернули, он ну, почти что лучше всех себя А, показывает для 6. выглядит неплохо. Да, для меня это удивительно на самом деле. То есть гифка была бы прям. Здесь получается отрицательный наклон относительно, то есть мы поток заворачиваем внутрь. Не Получается так. наружу мы его выдавливаем, а внутрь. Давайте прямо сейчас посмотрим, потому что это действительно какой-то Вот интересный да, момент. вот этот момент, ну, я просто боюсь, что это может быть какой-нибудь частный случай такой, который вот, ну, удачно. А общее пока мы можем просто не видеть. И опять же мы какую-нибудь там заслонку в концентраторе переделаем, и она уйдет у нас Вот я из этого сейчас режима. подготовлю для 15-го ДП Мгм. тогда, чтобы мы посмотрели вообще, как он себя ведет. Вот, а остальные все гифки я вот сегодня в течение там 15-20 минут после встречи предоставлю. Тоже, чтобы вы, ну, как-то на, по горячим следам тоже смогли что-нибудь подумать, решить. И что мне вот показалось, как сказать-то, на что я
рассчитывал, но не увидел подтверждения. То есть это то, что угол наклона влияет. Ну, то есть, если смотреть на гифку, то как раз угол, вот когда мы угол наклона меняем, легче ему входить в область потока, лопасти следующей. То есть тут как бы видно, что момента вот этого вот меньше, противомомента. Мгм. Но на средней мощности почему-то это не сказывается. Может быть, где-то на пульсациях это сказывается. Может быть. Вот здесь меня немножечко тоже смущает, когда уже вращение как бы есть, лопасть повернута а, своей тыльной захватной стороной к потоку, ну то есть она уже Мгм. провернулась чуть-чуть, но все равно присутствует противомомент. То есть вот тут область давления интересно как-то Вообще, распределена получается. противомомент, он, если так глобально смотреть, он есть всегда и везде. Если так, Нет, это понятно, мы потому не что вот сможем от этого. он так или иначе, это всегда ужасные осцилляции с точки зрения моментов. То есть тут он переходит от полезного момента к тормозящему моменту буквально там, ну, за секунду несколько раз. То есть ну, каждый проворот лопасти. Вот Это поэтому я понял. То есть, а график. мы это только интегрировать можем инерцией самого ротора. То есть нам надо его все-таки более инерционным будет делать неожиданно. Ну, если мы не сможем в режимы такие выбрать, чтобы... Мгм. Иначе он нам раздолбит просто. Ну, либо где-то элементы гибкости добавлять, чтобы они вот эти вот вещи демпфировали как-то. Мгм. Мы на мощность смотрели. В целом, вот так вот. Ну, не то чтобы он, не то чтобы эти моменты всегда в области паразитного момента, но, в общем, они чуть-чуть туда заходят и сразу оттуда выскакивают. Но осцилляции есть все равно. Ну, они не могут не быть, да. Просто они в разных пропорциях, скажем так. Мгм. Но если есть вариант их снизить, то почему мы должны им пренебрегать? Так, и вот здесь вот все-таки с гистограммкой надо картинку. По графикам так себе читается. Получается, что угол наклона лопасти, кроме случая с отрицательным наклоном, так, а вот если мы смотрим как раз вариант 10 и 15, вариант 10, это 45 градусов, 6 лопастей, 6 лопастей, 30 градусов, это седьмой, Мгм. 3,8, и вариант четвертый 0 градусов. То есть вот они вообще почти, ну, в пределах ошибки. 3,86 и 3,83, 3,92 разницы нету. То есть получается угол наклона лопасти в принципе не важен. Вот в такой конфигурации, по крайней мере для шестерки. Для пятерки. Ну и для пятерки тоже получается 5, 8, 11. Это Мгм. пятерки? Да, 5, 8, 11, ну и Ну, буквально 14. те, что ниже на гистограмме. Да-да-да. То есть оптимально вот на сейчас выглядит 5 лопастей без разницы какой угол. Ну а угол надо еще будет по осцилляциям посмотреть, поразглядывать просто графики.
Мгм. И все. То есть угол, получается, влияет только на осцилляции. Возможно. На Ну, мощность он практически не влияет. предположительно, да. Мгм. Так, а почему? А почему? Ну, то есть у нас, в принципе, проекционная эта площадь такая же остается. Площадь паруса-то, в принципе, такая же. Ну да. Ну, это мы, получается, с тонкими такими материями, которые обтеканием заведуют, пытаемся играть, но пока еще Возможно, да, да. не выигрываем. Я понял, то есть на текущем этапе 5 лопастей. 4 имеет смысл или не имеет рассматривать? То есть, Я мне кажется, предпо сейчас пока, если мы пятилучевую смотрим Да, да, систему, то да. Вот хотя бы здесь, мне на кажется, это. это пропорционально числу концентраторов наших. Ну, это такая умозрительная просто. Ну да, потому что Если будет 4, он просто система будет немножечко несимметричная, раз. И второе, у нас лопасть будет уже за следующим концентратором, то есть подхвата не будет потока. То да, да. есть поток будет уходить между лопастями, просто уходить и все. Ну да, да. Ну, возможно, опять же. Но получается, что мы здесь по полной используем проходное сечение центральное. Центральное. И как только мы пытаемся чуть-чуть отодвинуть от максимального диаметра лопасти, то мы рычаг уменьшаем при тех же габаритах, при той же площади паруса, мы получаем просто меньший момент. Вот и все. Да. То есть тоже смысла особо не имеет. Но вот здесь как раз на картинке вот этот вот, мне кажется, еще один основной источник осцилляций. Это вот где об следующий концентратор бьется лопасть. Ну, не бьется, а проходит мимо с малым зазором. Фиолетовый. А что с этим делать, непонятно. Может быть и ничего. Прием. Ну, я вот так смотрю тоже, наверное, сходу какие-то решения. Нет, просто Нет, тишина какая-то была. не-не-не, я-то вас слышу, да. Комментариев пока что пока Мгм. никаких не могу дать. Но объективно, если там препятствие на пути потока, и мы прижимаем этот поток еще и лопастью догоняем, то есть там область повышенного давления обязана быть. Ну и, соответственно, ускорение. В момент приближения, да, конечно. Вот. Она так и так там будет. Единственное, что мы можем завернуть эту лопасть более, скажем так, полого, чтобы условия обтекания просто изменить. Чтобы оно не за угол цеплялось и закручивалось. Мгм. Здесь, мне кажется, самое просто лучшее, что работает в этих системах, это то, что в целом радиус больше для угловой скорости. То есть плечо больше, и все. А вот этот эффект, он как будто вот около угла, он не так значительно играет, потому что в этот момент на лопатку давит максимально выгодно поток воздуха, то есть он ее в этой области, он ее так и Ну так да, да. пропихнет. А фишка в том, что угловая скорость просто здесь выше и круче, потому что сам радиус больше. То есть мы их не ужали куда-то в центр, а на максимальное возможное пространство раздвинули, и поэтому они себя с точки зрения угловой скорости наилучшим образом-то и показывают. Ну, вот у меня такое видение. По крайней мере, ну, сейчас на уровне гипотезы происходящего. А то, что здесь, я бы не сказал, что это же воздух, то есть это не совсем какая-то вязкая такая вот.
строгая среда, а Ну, давление понятно, здесь но все равно у него есть какое-то на сопротивление. ну да, но на конфузорном участке, который здесь нарастает все больше и больше, если у нас увеличивается скорость, по закону Бернулли у нас давление, наоборот, там падает статическое. Поэтому там, где выше скорость воздуха, там лопатки так и так легко будет провернуться. То есть там, наоборот, не А, создается какой-то... ну, а первоисточник-то скорости — это увеличение давления. То есть здесь вот причинно-следственное Не, немножечко надо. это да. Но здесь участок сужается, поэтому скорость увеличивается. Да, да, да. Но А я про то, что мы в пределе будем просто хлопки иметь. Вот если будет острый угол, ну и, соответственно, когда один поток отсекаться будет Мгм. об концентратор лопастью, то мы будем просто хлопки слышать. И это Да, просто получается есть такое. с хорошим фронтом у нас смена скорости будет. И вот здесь тоже момент интересный. Если мы цветовой карте верим, а куда мы денемся, то у нас вот между двух лопастей, практически на севере, где вот рядом с верхним концентратором, Мгм. есть область увеличения давления в такой форме, напоминающей лопасть. Это скорость. Тоже Если не вы очень. вот это, про вот эту участок. Ну да, область увеличения скорости, да, Мгм, мгм. все верно. Чего бы вдруг? То есть поток, получается, зацепляется за предыдущую лопасть, да, вот это вот она здесь. Ну, тут да, вот Ну, это просто происходит. в, в отрыве она, да, получается. Кадр был такой интересный Ну, да, тоже. область завихрения с повышенной скоростью присутствует. Ну хотя все Она не тоже только... логично. У нас же получается входная площадь между лопастей, так как они у нас все-таки на радиусе расположены, она больше чисто по площади, Мгм. а выход в центральную область, там площадь сечения просто Да, да, меньше. да. И он обязан ускоряться, да, он обязан ускоряться к центру. Центральная область на высоких скоростях проходить будет. А самое-то интересное, у нас там труба, ну хотя она тонкая, конечно, но все равно будет дополнительным источником. Мгм. Ну, получается так. Как все-таки картинка, движущаяся картинка облегчает понимание. Как бы ничего здесь нету не физичного, но в голове дойти до такой подробности эксперимента, блин. Ну, конечно. Это Да и в легко и рамках моделировать. натурного эксперимента попробую визуализирую вот это вот. Ну, невозможно. Только если ленточки нацепить на лопасти, да и то это только... Ну, ленточки в этот дымом обдувать. Да, да, Там дым. методы-то есть. Ну, Не так. это значительно лучше. Да. Затем занимаемся. Ну да. Так, так. И вот здесь очень интересный шлейф такой. Очень интересно. Я сейчас смотрю на выход, который на Я юго-востоке. вижу. Получается, Да. Мгм. да, получается, что там передувает на восток вообще поток. Да? Вот эта вот серая, получается, область, она прям затененная. Да, сбивает его. Да, интересно.
Я предлагаю заканчивать. Тут можно любоваться очень Ну да. долго. Давайте так, Диски как комплект будут. Я еще раз по постараюсь их впитать, как-то осмыслить, да, комплектом. Но основные выводы примерно понятны. И, все-таки графики, для одинакового количества лопастей, то есть это вот 5 и 6, покрупнее, чтобы можно было рассмотреть все-таки, на что влияет угол наклона лопасти. я Вот понял. чисто по Мгм. гифкам момент входа в область потока вроде бы лучше, но это же не означает, Нужно что где-то в другом Да-да-да. месте может ухудшиться. В общем, разделить по группам 5, 6 и 7. Да-да-да. Семейство То есть графиков, чтобы да. вот наглядно они были. Да, хорошо, да, я согласен. Тут вопрос еще такой, то есть это вот как раз если мы смотрим по, периоду, это вот такие гармоники, как раз и могут быть неприятные в районе там 6, 7, 8 герц. Вот, из-за них в основном в жилые районы не ставят ветряки. Ну, понятно, да. Низкочастотные тут есть. Ну да, и эти инфразвуки, которые угнетающе действуют Мгм. на людей, на живое. Мгм. Хорошо, спасибо большое. Прям хорошо. Рад, что понравилось, Иван. Давайте тогда, да, сейчас я все это подготовлю. И если с графиками, то это, наверное, скорее завтра в первой половине дня будет готово. Вот Да, именно тут графики поменять. я все Гифки равно можно завтра все это. только вечером смогу. Вот. И тогда что, планируем после этого, ну, какое-то время вам тоже на осмысление и Максима Да, да. звать. Ну, хорошо. Да, Максима звать. И я думаю, надо будет просто еще сделать такую, скорее даже общую презентацию по всему массиву исследований, потому что у нас была определенная логика от траектории этого исследования. То Мгм. есть я ее частично в голове сейчас помню, частично нет. Надо будет по всем заданиям пробежаться и по результатам, почему мы там ограничивались, тут сворачивали и так далее. Ну и Да, вот хорошо. почему к итогу и пришли, да. Ну, у меня все данные есть, я объединю, не проблема. Мгм. Так, записи останавливаю.